Франц, сможешь сделать мне настоящее войско? Чтоб настоящие солдаты были. Это можно. Только время надо. Не один день надо. Сделаешь? Генералом пожалую. В воспоминаниях современников и исторической литературе Франц Лефорт предстает или шумным пьяницей и дебоширом, или серьезным государственным деятелем. Все зависело от отношения к фигуре друга юности императора. Церковные власти решительно выступали против дружбы Петра с безбожными еретиками, но царь между священниками и молодым швейцарцем выбрал последнего. Лефорт был рядом с Петром во время азовских походов и однажды лично захватил одно из турецких знамен. Он вначале стал генералом армии, а потом и первым адмиралом российского флота. Занимался реформой армии и вооружений, вел активную светскую жизнь, и именно Лефорт убедил царя ехать учиться за границу и посоветовал нанимать иностранцев на службу на постоянной основе. Мы нашли здесь вторую родину. Сегодня юный государь пожаловал тебя генералом. Мы, старые воины, жалуем тебе шпагу. Служи ею верно России. Когда Лефорт умер, Петр был чрезвычайно опечален. На его могиле император повелел сделать надпись: «На опасной высоте придворного счастья стоял непоколебимо». Ты, Беринг, в Индии был. Корабельную службу знаешь. Надо положить достоверный путь к нашим землям, Китаю, в Индию. И путь тот пойдет через наше ледовитое море. Когда Витус Беринг нанялся на службу в Россию, ему было 22 года, и он был уже опытным моряком. Беринг родился в Дании в семье таможенного чиновника. Потом служил на флоте, побывал в Индии. В Петербург он приехал в 1725 году и принял предложение Петра I возглавить экспедицию на Камчатку. Корабли плыли. Они прошли пролив, который теперь называют Беринговым. И командор Беринг увидел там льды, которые шли ему навстречу. Их гнали течение и ветер из другого моря. Беринг ужаснулся льдов и сказал: надо вернуться. Беринг совершил 2 камчатские экспедиции, открыл пролив между Азией и Америкой, который впоследствии другой путешественник, Джеймс Кук, назвал Беринговым проливом. Описал побережье Ледовитого океана, людей, которые там обитают. И все свои открытия Беринг делал вслепую, без карт, которых тогда просто не существовало. Подготовка ко второй камчатской экспедиции заняла почти 10 лет, а пребывание русских путешественников на побережье Аляски всего 10 часов. Но само по себе открытие морского пути через Тихий океан в Америку было революционным. На обратном пути Витус Беринг сильно заболел и умер на необитаемом острове, который потом также назовут в его честь. Ну, конечно, здесь очень сложно обобщать, да, потому что каждый здесь находил свою собственную судьбу, свое собственное признание. Мы можем видеть иностранцев, которые поступали на русскую службу и буквально делали карьеру в России. Екатерине Великой нравилось, когда о ней говорили за границей, тем более, когда ее назвали одним из самых прогрессивных монархов того времени, обсуждали ее переписку с Вольтером, отмечали ее тонкий вкус и свежий взгляд на жизнь. Общение с Дидро сделало ее одним из самых популярных монархов Европы и повысило интерес к России, хотя, по сути, сама Екатерина II – иностранка на русской службе. Не хватает нам войск. Стара ли я стала, что не могу найти ресурсов? Нет, государыня, стали обширнее границы. Екатерина II – это прекрасный пример того, как можно, получив и родившись, да, получив образование в совершенно иной среде, Екатерина протестантка по вероисповеданию, воспитанной в европейской традиции, но как можно воспринять и российские ценности, как можно узнать российскую историю, традицию и пытаться всеми способами ее развивать, ну и действовать как раз в интересах того государства, которое тебе досталось в управлении. Фридрих Георг Вильгельм Струве родился в Дании, но вынужден был уехать, опасаясь призыва в армию Наполеона, и поселился в Тартум, который тогда находился на территории Российской империи. Он получил образование, дослужился до директора обсерватории и стал одним из основоположников звездной астрономии. Струве
Новый открыл реальное сгущение звезд к центральным частям галактики и обосновал вывод о существовании межзвездного поглощения света. Он измерил дугу меридиана и помог вычислить размеры земного шара. За это стал членом множества национальных академий наук, но принял русское подданство и остался российским ученым. Под его руководством была построена знаменитая Полковская обсерватория, самая большая в мире на тот момент. Вот я вам привез господина Петипа. Он только что из Парижа. Иностранцы ехали в Россию не только на службу и заработки, но и за вдохновением. Рожденный во Франции танцовщик Мариус Петипа приехал в Санкт-Петербург в 1847 году, чтобы танцевать, и остался у нас навсегда. Петипа дослужился до главного балетмейстера императорского балета и воспитал несколько поколений русских танцовщиков. Он создал более 60 балетных спектаклей, соединив гармонию музыки и хореографии, французский шарм и грацию с русским духом. Он поставил балет «Лебединое озеро», который до наших дней считается символом русского балета, таким же, как и сам Мариус Петипа. 37-й балет я имею честь ставить с вами, Мариус Иванович, и ни разу не видел, чтобы вы так волновались. Ах, Петров, не то чтобы я волновался, но тем не менее я... Ну, а если по правде, волнуюсь, очень волнуюсь, ведь Чайковский впервые будет на погоне. Петипа прожил в России более 60 лет. За это время на престоле сменилось 4 императора, а в Мариинском театре 8 директоров. Но Мариус остался. Он был не только прекрасным хореографом, но и хорошим дипломатом и менеджером. Петипа, который стал Мариусом Ивановичем, считал Россию второй родиной и в 1894 году получил русское подданство. И это только несколько историй людей, родившихся за границей, но посвятивших свою жизнь России, ставших неотъемлемой ее частью. Это ведь для нас они иностранцы, для всего мира Лефорт, Беринг, Петипа и другие просто очень знаменитые русские.